Всем привет, меня зовут Владимир Латышенко, я консультант по SAP HCM и SuccessFactors. И в прошлом году, по причинам всем хорошо известным, нам пришлось сделать временное решение для автоматизации процессов по управлению талантами. В этом коротком видео я кратко расскажу даже сказать так, продемонстрирую, а, как работает программа, которую я написал для одного из таких временных решений. Более детально о самой программе и об идее, которая лежит в основе этой программы, вы можете прочитать на Хабре в моей статье «Давно забытый Execute Excel to Macro». В чем смысл? Эта макрофункция позволяет очень быстро собирать данные из рабочих книг в другую рабочую книгу Excel. У нее есть ограничения, я про эти ограничения писал в статье. И давайте посмотрим, каким образом нужно настроить сводную таблицу, чтобы закачать данные из файлов источников. Есть таблица, и мне, допустим, необходимо закачать в нее информацию из файлов источников, которые хранятся в определенной папке. Добавляю поля, которые планирую закачать, и изменяю, даже сказать так, добавляю именованные диапазоны для этих столбцов. Пускай будет это name 2. И еще один. Пускай будет это name 1. Чтобы получить данные из файлов источников в программе Execute Excel to Macro, функции Execute Excel to Macro необходимо будет полное наименование файла источника и имя, которое функция должна взять из этого файла. Давайте добавим такие же наименования в парочку файлов источников. Поскольку мы будем работать с несколькими файлами, будет удобнее открыть это в проводнике. Вот файл источник. Давайте откроем и добавим туда так называемую именованную ячейку. Так. Вот я добавил именованную ячейку. Из нее мы заберем данные. И давайте добавим значение. Мгм. Давайте добавим еще одну именованную ячейку. Мгм. Вот эти имена полностью совпадают с теми именами, которые мы добавили
в сводном файле. Сохраним и создадим еще один файл, точно такой же. Это может быть либо эта же папка, либо может быть подпапка, но я подпапку не буду делать для экономии времени. Сделаю в этой же папке. На самом деле не важно, подпапка это или папка. Файлу главное знать путь и наименование файла. Вот, и обновляю данные, чтобы мы увидели, что данные именно из этих ячеек импортировались. Сохраняю. Давайте посмотрим, что все обновилось. Так, давайте также посмотрим, что это обновилось на SharePoint. Да, то есть на самом деле не обязательно работать через проводник. Можно по желанию организовать работу так, что данные будут подгружаться прямо на SharePoint, либо на любую другую локацию. Так, и можем изменить наименование столбцов, так как будет более понятно нашим пользователям. Поле 1, поле 2. Наоборот. Поле 1 вот так. Ну, чтобы было наглядно. И запускаем программу, которая будет искать файлы. Дальше из именованных ячеек импортировать данные в именованные столбцы. Запустим. Вот. Посмотрим. Поле 2 в файле 1. Да, все верно. Здесь ссылка есть на файл. Давайте попробуем изменить данные в каком-нибудь файле. Посмотрим, что они тоже обновляются. Давайте файл. Один раз мы его смотрели. И сохраним. Проверим, что обновилось. Да. Так. Соответственно, файл фиксирует дату, не файл, программа фиксирует дату, когда был сохранен последний файл и ищет не все, просматривает не все файлы в папке, а только те, которые были обновлены после последнего импорта. Давайте посмотрим. Да, обновление прошло. На этом все. Большое спасибо за интерес к моей статье.